Стамбул – это город контрастов. Нигде более вы не найдете такого количества мечетей и церквей в одном месте. И я хочу показать вам самые известные. На входе в музей Айя-София я купила вот такую карточку, с помощью которой можно посетить не только этот музей, но также еще большинство достопримечательностей Стамбула. Собор Святой Софии уникален тем, что когда-то был православным собором. Затем он стал мечетью. Ну а теперь это действующий музей. Сегодня здесь можно увидеть фрески с изображением Христа и цитаты из Корана. Именно в Софийском соборе произошел раскол, окончательно разделивший христианскую церковь на римско-католическую и православную. Когда Айя-София еще была церковью, во время византийских богослужений нельзя было сидеть, поэтому императрицы и жены высокопоставленных людей стояли именно на этом круглом камне и вдоль вот этих вот зеленых камней. На протяжении долгой истории Айя-Софии прихожане оставляли здесь какие-то свои следы. И вот, например, викинги, которые служили также когда-то дворцовыми охранниками, оставили надписи в виде рун. И здесь сказано, что они прославляют Халфдана, который был их предводителем. Но я хочу вам сказать, что здесь оставляли надписи не только викинги, потому что здесь есть Вера и Елена. Вот как-то так. В музее есть одна знаменитая достопримечательность – колонна желаний. У нее есть отверстие. Легенда гласит, что если положить в него большой палец и провернуть, то загаданное желание в скором времени сбудется. Неподалеку от Айя-Софии я заметила лавку с турецким мороженым – дондурмой, и мне сразу же захотелось его попробовать. Мороженщик продавал его весьма необычно, и, к моему удивлению, даже немного говорил по-русски. О, держи! Спасибо! Держи, en zor dili seçtim değil mi? Держи! Вкусно мороженое, пожалуйста, мороженое. Привет, азарти, держи! У этого десерта есть неоспоримое преимущество. Оно очень долго не тает. Голубую мечеть окружают целых 6 минаретов. Существует поверье, что султан Ахмед хотел построить мечеть с минаретами из золота. Слово «золото» по-турецки «алтын». Однако архитектор вместо этого слова услышал «алты», что означает «6». Впрочем, мечеть все равно понравилась правителю, поскольку ни у одного султана до него не было мечети с 6 минаретами. Это как маленькая копия голубой мечети. При входе в мечеть нужно снять обувь, а женщинам покрыть голову платком. Для узоров керамических плиток, которые декорируют интерьер голубой мечети, использовано более 50 вариаций изображения тюльпанов. Церковь Святого Антуана – это самый большой католический храм Стамбула, который находится в самом центре оживленной улицы Истекляль. Храм собирает под своими сводами множество прихожан с разных стран мира, поэтому службы в церкви ведутся не только на английском и турецком, но еще и на итальянском и польском языках. Внутри царит атмосфера умиротворения и спокойствия. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал.